канале Мира Ашер. Здесь мы вяжем и шьем интересные и необычные вещи. Сегодня мы будем вязать вот такую сумку. Она вяжется очень быстро, буквально за 1 час. И очень легко. Наверное, это даже самая легкая сумка из трикотажной пряжи, которую можно связать. Это одна и та же сумка, просто в разном цвете и разная длина ручек. Сначала мы будем вывязывать дно, потом саму сумку и ручку. Небольшой модный показ. Она очень удобная. Если вот мы берем, к примеру, книгу, остается еще очень много места. Получается вот такая вот малышка. Погнали! Два главных правила при работе с трикотажной пряжей. Правило номер 1. Пряжу мы разматываем вот так вот. Потому что если вы ее просто кинете, она у вас вот так запутается и будет вязать очень сложно. Нужно будет постоянно ее разматывать. И второе правило, это всю пряжу, что вы размотали, нужно растянуть. Пряжа достаточно сильно тянется, и чтобы потом ваша сумка не деформировалась, когда вы ее свяжете, лучше все это растянуть в начале. Так, что мы делаем? Отрезаем здесь кончик некрасивый. И этот кончик. Берем 2 пряжи вместе и завязываем с вами узелок. Это обычный узел, то есть прям вообще обычный. Как удобно, так и завязывайте. Вот я вокруг пальца его обмотала и вот вытащила. То есть у вас должна получиться вот петелька. Самым любым способом, тем, который вам удобно ее сделать. Вы сделали петельку. Все, петелька у нас есть. Просовывайте в нее крючок. И вам нужно набрать 16 воздушных петель. Вот это не считается, это петля 0. В любом вязании, когда вы будете что-то вязать крючком, вот эта вот первая петелька, это всегда 0, это не 1. Вот у вас лежат они на пальце, вы подхватываете и вытаскиваете через нее. Вот это 1. Опять подхватываете, вытаскиваете. Это 2, 3, 4, 5. Вот мы провязали 16 воздушных петель. На крючке это наша 16-я. Она как бы наша такая боковая стеночка будет. Теперь смотрите, она вылезает вот из этой косички. Вот косичка, вот из нее петелька торчит. Нам нужно сейчас просунуть следующую косичку впустую. Мы засовываем в нее крючок, вытаскиваем нашу нитку, поддеваем и через 2 этих. Вот мы как бы заворачиваем в обратную сторону, чтобы вязать. Дальше мы делаем все то же самое. То есть, если вы сейчас не поняли, как я это сделала, смотрите дальше и будет понятно. Вот следующая косичка наша. Вот она. Вы в нее просовываете, подхватываете, опять подхватываете и через 2. Следующая косичка, вот она, наша, да, косичка. Опять в нее просовываете, там 2 подхватываете, вытаскиваете и через 2. Просовываете, вытаскиваете и через 2. Следующая косичка, опять в нее. И так вы делаете до конца. У вас должно получиться 15 таких рядов. Мы провязали как бы 16 воздушных петель, но 16 стало нашим боком. И получается обратно у нас вот 15 раз таких должно сейчас быть. И чтобы не запутаться, считайте. Если вдруг запутываетесь, то можете по косичкам посчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5 мы уже провязали. Сейчас мы вяжем 6-ю, 7-ю, 13, 14 и вот 15. Сам узелок, там не надо что-то искать, выковыривать, то есть в этот нулевой узел мы ничего не вяжем. Вот она, последняя, 15-я петля наша. Узел это всегда 0, что в начале, что в середине вязания, мы его не трогаем. Вот мы провязали 15 рядов. Дальше нам сейчас нужно развернуться и вязать вот в эту сторону обратно. Но мы не можем развернуться как бы резко вот так, потому что мы перекроем наше вязание, да? Если мы сейчас вот так вот начнем, нам нужно развернуться полукругом. Для этого
мы находим здесь вот, ну, какие-нибудь две верхние петельки, да, которые логично, чтобы это был вот, через нее шел полукруг, да. У меня вот они, две верхние петельки. Просовываем в них крючок, подхватываем. И как мы делали, так же и делаем, да, верхнюю. Теперь в ту же самую верхнюю петельку, куда мы сейчас вязали, также просовываем, вытаскиваем. То есть то же самое вязание, только в одну и ту же петельку мы делаем. И теперь в нее же мы провязываем третий раз. Все в одну вот сюда и ту же. И видите, где у меня уже крючок? То есть мы были вот здесь, 3 раза провязав в одну и ту же дырочку, мы как будто вот так вот закруглились. И теперь вы вяжете дальше уже по этому краю. Находите вот первая ваша косичка, вот она, ее видно, первая косичка. Узелок ваш просто пусть болтается где угодно, мы потом его закроем, когда закончим вязание. Он немножко мешается, но ничего страшного. Вот вы провязываете в первую косичку, один, в следующую дырочку, 2. Тут видите, прям дырочки такие. Вот они везде. Следующая наша косичка, вот она. 3. 13, 14, 15. Здесь у нас с вами уже получается 16 в обратную сторону, потому что мы здесь прибавляли с вами, когда вязали, и здесь получается из-за этого 16. Вот она, 16-я дырочка. Смотрите, с этой стороны мы так же, как и с этой стороны, находим здесь дырочку. Не вот здесь вот где-то, да, ее будем искать, а вот она у нас четко видна дырочка, да, есть. Мы в нее также просовываем и делаем 3 таких. В одну и ту же дырочку мы делаем 3 наших столбика вот этих, чтобы получился как там полукруг. Мы провязали в нее в одну. И теперь мы возвращаемся. Это будет последняя линия нашего дна. То есть нам сейчас нужно вернуться, и все, и мы начнем вывязывать с вами сумку. Чтобы вернуться, мы также находим наши косички, и под ними дырочки. Видите, под каждыми косичками есть дырочки. Мы в эти дырочки и провязываем. Вот первая косичка, она тут туго. Ну, просто туда крючок вдавливаете, он сам в дырочку проскочит. 1, 2, 3, 4. Смотрите, вот мы довязали практически до самого конца. У меня остается последняя петелька. И все, дальше, как мы делали до этого, тут бы сейчас шло закругление, но у нас дно закончено. И теперь нам нужно, чтобы сумка вязалась наверх. Что мы делаем для этого? У нас все косички состоят, видите, из 2 сторон. Каждая косичка. Раз сторона и 2 сторона. Раз сторона и 2 сторона, да? То есть вот. Мы сейчас провязываем только один этот ряд. Внимание, не всю сумку, а только один ряд. Мы провязываем за одну часть косички. Не как мы делали до этого и вот под 2 вот так продевали косички, там выхватывали и вытаскивали. Сейчас мы вяжем только за одну вот эту часть, которая у нас ближе к дну. То есть мы берем, но на вот этой верхней косичке это не так видно все, но здесь тоже видно, вот часть, за нее подхватываем, вытаскиваем, вот косичка, мы за вот эту часть подхватываем, вытаскиваем. То есть здесь мы уже не делаем этот круг, как мы делали, что 3 петельки в одну дырочку. Здесь мы такого не делаем. Мы просто за одну половину косички провязываем по кругу. Вот косичка. Вот за эту половинку, за одну, мы в нее всовываем в одну половинку.
Вообще было бы здорово, если бы вы написали в комментариях, доступно ли я объясняю и все ли вам понятно. Потому что если надо объяснять как-то еще более подробно, чтобы я это могла узнать. В общем, мы сейчас вот так провязываем до того момента, откуда начали. Мы вяжем только за одну сторону косички. Видите у нас, как получается? Но вы сейчас на своем вязании это чувствуете, да, что вот у вас как будто дно отделилось от самой сумки. Вот сумка началась, а вот оно дно. Напоминает мне лапти какие-то или тапочки постоянно. Кстати, тапочки подошву по такому же принципу и вяжут. Сейчас мы провяжем этот ряд, и дальше уже у вас будет все абсолютно одинаково. Просто вывязываете ту высоту сумки, которую вы хотите. Но я вам сейчас покажу, сейчас мы его довяжем. Смотрите, вот мы дошли до разворота, здесь мы ничего не прибавляем. То есть мы вот в этом верху не делаем в одну дырку 3 столбика. Мы просто как вязали, так и вяжем за внутреннюю часть косички. И все, давайте довязываем вот до сюда и встретимся. Смотрите, до какого момента я довязала. Здесь уже начинается подъем. Здесь мой подъем, который я сейчас вяжу. И вот она, последняя петелька, еще на ровной такой поверхности, да. Мы ее провязываем. И у нас закончился наш первый круг, который мы вязали, чтобы сумка начала идти наверх. Теперь мы вяжем не в одну часть косички, а как и вязали, мы провязываем сразу в 2. То есть вот мы вдеваем, вот наша косичка, да, мы в 2 сразу туда в дырочку поддеваем, вытаскиваем через 2. Следующая косичка сразу вовсю засовываем, вытаскиваем через 2. Следующее, то есть вот они все косички, видите, да, это наш бортик, вот он, из косичек. Под каждой из этих косичек есть дырочка, раз дырочка, 2 дырочка, вот они, все дырочки. Вы в эти дырочки под косичку просовываете, по кругу все это делаете. Вот у вас следующая косичка, вы просовываете, вытаскиваете через 2, туда вытаскиваете через 2. То есть разница в том, что мы сейчас дно вязали, просовывали только в одну часть косички, чтобы у нас наверх поднялось. У нас поднялось, и все, и мы теперь через 2. И вы вот таким образом вяжете по кругу до того момента, где вам покажется, что все, высота вас устраивает. На моей зеленой сумке, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня 11 таких рядов. Ну, вот по рисунку считаю, и здесь видно. Вы можете вязать больше, можете вязать меньше. Я здесь провяжу также 11 рядов. И давайте тогда, когда я их провяжу, мы с вами встретимся. Мы провязали 11 рядов. Считаем вот по этим столбикам, видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И посчитайте, чтобы с другой стороны тоже было 11. Так вы поймете, что правильно провязали, а не закончили, допустим, здесь. Сейчас мы будем начинать вязать ручку. Я хочу, чтобы моя ручка начиналась вот отсюда и заканчивалась вот здесь. То есть 1 дырочка, 2, 3, 4, 5. Вот эти 5 дырочек будут моя ручка. И, соответственно, 5 дырочек с этой стороны. Что мы делаем дальше? Вот мы здесь остановились. Мы вяжем. Вот это наш 1, допустим, да? Два, 3, 4. И вот 5. Так, сейчас я смотрю. Ручка моя так будет? Или вот еще мне, допустим, отсюда, чтобы она начиналась, 6 провязать? Нет, оставлю так. Теперь, значит, мы разворачиваем в обратную сторону. Вот так делаем. Делаем 1 столбик. Еще сюда провязываем. Это наш заворот. То есть вот вы вязали, да, вы закончили вот так петельку, и в нее же еще одну провязываете. Провязали. Дальше в эту же дырочку, вот прям сразу, которая будет, вот она дырочка. Вытаскиваем 1, следующую 2, следующую 3, следующую
4 и 5. Вот будет наша ручка. Вот сейчас мы будем вывязывать вот здесь вот. Смотрим, что у нас все тут одинаково. Эта и та сторона совпали. Здесь потом мы встретимся. 5 петелек. Получается у нас 3 петельки от нашего полукруга и одна петелька еще по бокам. Дальше вот мы провязали. И все, мы дальше вяжем просто туда и обратно. Вот мы довязали, делаем одну петельку подъема, это чтобы у нас заворот лучше шел. И вот в первую же дырочку, 1, 5. Провязали, разворачиваем. И также в обратную сторону. Подъем. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. Вы вяжете дальше. И ручку делаете той длиной, которая вам нужна. Меряете, смотрите в зеркало. Я с вами встречусь вот здесь, когда свяжу ручку той длины, которая мне понравится. И покажу, как ее закрепить. Вот вы довязали ручку. Смотрите, чтобы она ровно лежала, чтобы вы ее не привязали вот так вот. Находите здесь первую дырочку, которая вам нужна. Так, у нас их всего должно быть 5. Смотрите просто, вот, ну, чтобы это симметрично все было. Если тут первая, чтобы 5-я была за ней. Снимаете с крючка петельку. Его просовываете в эту дырочку нужную. Просовываете крючок. Захватываете эту петельку. И вытаскиваете ее с изнаночной стороны. Дальше. В первую дырочку на ручке просовываете крючок. Захватываете вашу нитку, просовываете через ручку и вытаскиваете через заднюю петельку. Дальше. Следующая дырка на сумке. Просовываете. Дырка на ручке. Захватываете через ручку, через сумку и через... Сейчас потерялась. И через петельку. И все дальше так же. Третья дырочка на ручке, через ручку, через сумку, через петельку. И довязываем так. 4-ю, 5-ю. Вот вы провязали 5-ю, последнюю. У вас здесь остались ниточки. Берем какую-нибудь крайнюю дырочку вот здесь, засовываем крючок и вытаскиваем ниточки на изнаночную сторону. Мы будем там их завязывать. Вытащили. Вот наша изнанка. Я беру крючок поменьше, вы можете пальцами это сделать или тем же крючком, смотря что у вас есть. Одну ниточку мы просовываем через любую из петелек, просто чтобы мы узел завязали, и он не развязывался. Вот мы просунули, завязываем узел. Ну, потому что если мы просто узел завяжем, не просовывая, то у нас этот узел вылезет. Нам нужно его закрепить за что-то. Завязали узел, еще через одну какую-нибудь петельку так просовываем, завязываем еще пару узелков. Все, завязали. И теперь эти ниточки мы убираем. Как их убрать? Вы берете крючок, просовываете. Берете отсюда. В общем, по-всякому просто закрываете его здесь, отрежете, потом не надо всю эту длинную нитку закрывать. Сколько считаете сами нужным, видите, что у вас все хорошо закрепилось. И достаточно, в принципе. Вот. Все. Одно мы просунули, отрезали. И второй также. Можно в ту же сторону, можно в другую, сюда, можно вниз сумки. Это уже не важно. Просто его убрать, чтобы он не мешался и все было красиво. Хотите, оставьте болтаться.
У меня на той сумке первой салатовой, которую я вам показывала, осталось намного больше пряжи, потому что я ее хорошо растягивала. Здесь я пряжу меньше растягивала, потому что спешила с тем, чтобы быстрее снять, все связать. И видите, сколько не хватило? Какой перерасход получился. Так бы еще осталось на бомбончик, потому что это абсолютно одинаковые пряжи были. По такой же аналогии мы закрываем дно. То есть мы крючком внутрь их продеваем, и там дальше между петельками также их проводим, чтобы они были не видны. Все, наша сумка готова. Мы с вами молодцы. До новых встреч! Это мой Инстаграм. Ты можешь туда подписаться. Там я выкладываю больше своих работ, то, что я вяжу в данный момент. Ну и просто мы можем весело проводить время.